Привет, друзья! Сегодня предлагаю приготовить со мной торт Сникерс. Он состоит из шоколадного бисквита, пропитанного сахарным сиропом, карамельного крем-чиза и прослойки из карамели с жареным арахисом. Покрытие торта выполнено из шоколадной глазури. Для шоколадного бисквита нам понадобятся ингредиенты, список которых вы можете видеть на своих экранах. Также их полный список я оставлю в описании под видео. Смешаем муку, какао-порошок и разрыхлитель до однородности. Яйца взобьем в пышную плотную пену. Время взбивания около 5 минут. После небольшими порциями введем весь сахар и продолжим взбивание до полного его растворения. В результате яйца с сахаром должны взбиться вот до такой консистенции. Теперь через сито введем сухие ингредиенты во взбившуюся массу. Аккуратно все перемешиваем с помощью лопатки движением снизу вверх. Как только масса стала однородной, прекращаем вымешивание, чтобы не допустить опадания яичной массы. Выпекать бисквит я буду в кольце. Для этого я устанавливаю пергаментную бумагу под кольцо и кусочек фольги. Бумагу и фольгу плотно прижимаю к бокам кольца, чтобы тесто при выпечке не убежало. Также нужно отметить, что форму для выпечки бисквита мы ничем не смазываем. Этот бисквит вы можете выпекать в любой другой форме, имеющей дно. Но для этого в эту форму вам необходимо вырезать из пергаментной бумаги круг, соответствующий размеру дна вашей формы. Бисквит выпекаем в хорошо разогретой духовке до 180 градусов 30-40 минут. Готовность бисквита через 30 минут проверяем деревянной шпажкой. Готовый бисквит вынимаем из духового шкафа и, если делали как я в кольце, переворачиваем его на решетку, снимаем фольгу и пергаментную бумагу и теперь оставляем до полного его остывания. Остывший бисквит с помощью ножа вырезаем из формы, убираем в пакет или оборачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник минимум на 6 часов. Также заранее, обычно я это делаю с вечера, нам необходимо приготовить карамель. Для карамели нам понадобится сахарный песок. Если вам нужна соленая карамель, то добавляем 2 грамма соли. Сливки обязательно 33% жирности. Сливочное масло можно взять хоть 72, хоть 82%, без разницы. Вода здесь указана именно для сиропа, то есть воду для желатина я не указала. Если вы будете использовать листовой желатин, то вы знаете, нужно столько воды, сколько он в себя вберет. Если вы будете использовать желатин, допустим, в гранулах, то в этом случае мы используем пропорцию 1 к 5. То есть 1 часть желатина и 5 частей воды. В сотейник с толстым дном кладем сахар и воду. Ставим увариваться на плиту на среднюю температуру, ничего не мешаем ложкой и доводим все до золотистого цвета. Теперь подогреваем сливки в микроволновке или на плите, как угодно, до очень горячего состояния и очень медленно, понемногу вливаем сироп. Будьте предельно осторожны, так как будет образовываться очень большое количество горячего пара. Как только влили все сливки, добавляем сливочное масло. Хорошенько все перемешиваем и доводим до температуры 105 градусов. Если термометра нет, то проварите карамель в течение 2-3 минут. Как только проварили нужное количество времени или довели до нужной температуры, снимите с огня и сразу введите набухший желатин. В немного остывшую карамель выкладываем арахис, все хорошенько перемешиваем и складываем в кондитерский мешок, плотно его завязываем и оставляем при комнатной температуре до сборки торта.
Также немного заранее, до сборки торта, нам необходимо приготовить пропитку для бисквита. Для этого в кипяток мы добавляем сахарный песок и коньяк и все хорошенько перемешиваем и ждем полного остывания. Теперь приготовим карамельный крем-чиз. Если бисквит и карамель мы готовили немного заранее, то карамельный крем-чиз мы готовим непосредственно перед самой сборкой торта. Нужно отметить, что сыр и сгущенка у нас холодные из холодильника, а масло имеет температуру 18-19 градусов. Сливочно-творожный сыр выкладываем в дежу миксера и немного его перемешиваем. Теперь выкладываем все сгущенное молоко. Напомню, что и сыр, и сгущенное молоко у нас одинаковой температуры из холодильника в районе 10 градусов. Ну и теперь смешиваем до однородности. Долго вымешивать не нужно. Увидели, что у вас крем стал однородный, и перестаем вымешивать. Вот такая вот гладкая и плотная масса должна у вас получиться. Теперь отставляем ее в сторону и займемся маслом с сахарной пудрой. Сливочное масло сразу все смешиваем с сахарной пудрой и взбиваем венчиком до пышного белого состояния. Теперь необходимо нам объединить обе массы, но сделать это нужно правильно, так как они у нас имеют разные температуры. Поэтому в 3 приема добавляем карамельную часть в масло, постоянно хорошенько перемешивая. Тем самым мы будем постепенно понижать температуру масла. Поясню, для чего мы берем ингредиенты разных температур. Сливочное масло мы берем в диапазоне 18-19 градусов, потому что в этом состоянии оно хорошо взбивается и объединяется у нас с сахарной пудрой, а впоследствии с остальным кремом. И если мы берем масло более высокой температуры, то оно уже будет слишком мягкое, и крем получится плотный и тяжелый. Сгущенное молоко и сливочный сыр мы берем холодные из холодильника, они прекрасно объединяются между собой. И впоследствии, когда мы смешиваем со сливочным маслом, мы слегка понижаем температуру, тем самым добиваясь воздушности крема. После того, как все объединили, с помощью силиконовой лопатки хорошенько перемешайте крем, чтобы убрать лишние пузыри воздуха. Весь объем крема я разделила на 3 равные части, 2 по 235 грамм для прослойки и 1 на 300 грамм для бортиков и для выравнивания. Ну и наконец начнем сборку нашего торта. Для этого хорошо отдохнувший бисквит разделим на 3 одинаковых коржа. Удобнее всего это сделать с помощью зубчатого ножа для хлеба. Для того, чтобы мой торт был ровным, сборку я буду осуществлять в кольце, но можно обойтись и без него. В кольцо необходимо установить ацетатную ленту. На дно укладываем первый бисквит и хорошенько пропитываем его 1/3 заранее приготовленного сиропа.
У одного из кондитерских мешков с кремом весом 235 грамм отрезаем кончик примерно 7 мм и полностью весь крем по спирали распределяем на бисквит. Поверхность выравниваем ложкой, после чего будем формировать бортик для карамели. Бортик мы делаем из мешка с самым большим содержанием крема. После формирования бортика по спирали укладываем карамель. Если карамель вы убирали в холодильник, то для работы с ней вам нужно нагреть ее до комнатной температуры. Теперь также все выравниваем ложкой и наносим небольшое количество крема для сцепления со следующим бисквитом. После того, как распределим крем, укладываем второй бисквит, не забываем про пропитку и проделываем все те же самые этапы с кремом и карамелью, как после первого бисквита. В последнюю очередь устанавливаем третий бисквит и тоже пропитываем его сиропом. Накрываем торт пищевой пленкой и убираем в холодильник для стабилизации. По истечению 3 часов в холодильнике торт уже можно покрывать кремом и глазурью. Уберем кольцо и ацетатную ленту. Оставшийся крем нанесем на торт и выровняем бока и верх торта с помощью шпателя. Готовый тортик ненадолго уберем в холодильник, пока будем готовить шоколадное покрытие. Для него нам понадобится только шоколад и сливки. Нагрейте сливки до очень горячего состояния, но не до кипения в микроволновой печи. После чего сразу высыпьте в них шоколад и хорошенько перемешайте до однородности. После того, как масса станет однородной, ее необходимо оставить при комнатной температуре до стабилизации. Температура при нанесении на торт должна быть 40 градусов. Но ориентируйтесь на консистенцию. Если вы видите, что она слишком густая, то немножко подогрейте. И если заметили, что слишком жидкая, то немного подождите. Удобнее всего наносить покрытие из кувшина или из кружки с носиком. Начинаем выливать шоколад от центра по спирали к краю. И обязательно не тонкой струйкой, а хорошей широкой. И сразу же быстрым движением ножа или шпателя сгоните лишний шоколад сверху от центра к краю. Можно также немножко потрясти тортик для еще большего равномерного распределения глазури. Теперь торт вместе с решеткой уберите в холодильник, чтобы шоколад немного схватился. После 5 минут в холодильнике торт смело можно перенести на блюдо или подложку. Только нужно обтереть об решетку ненужные капли шоколада, немного потерев торт взад и вперед.
Теперь торт можно декорировать. Например, снизу или сверху его можно посыпать жареным арахисом. Или, например, порезав на небольшие кусочки шоколад Сникерс, разложить по верхнему краю торта. Или оставить в таком классическом виде. Выбирайте вам. А всем приятного чаепития! Я думаю, что вы приготовите такой торт по моему рецепту и поделитесь со мной вашим мнением в комментариях. На этом с вами прощаюсь. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал Торта Мария. Всем пока!